Что может быть лучше для садовода красивых, цветущих все лето цветов? А если эти цветы еще и не требуют от нас частого полива и сложного ухода, им вообще нет цены. Сегодня я хочу рассказать как раз о таком неприхотливом, многолетнем растении, которое поражает своей красотой и длительностью цветения. Это лантана. Лантана является родственницей многим хорошо известной вербены. В ее роду насчитывается примерно 120 видов вечно зеленых кустарников и полукустарников. Растение не только красивое, но и универсальное. Его вы можете выращивать не только в открытом грунте в саду, но и в контейнере, например, на балконе или комнатном подоконнике. Лантана довольно хорошо переносит домашние условия и воздух закрытых отапливаемых помещений, но от периодического опрыскивания не откажется. Особой сложности в выращивании лантаны нет. Зато это растение способно радовать своим непрекращающимся ярким цветением долгие месяцы, уже с мая и до глубокой осени. Прелесть лантаны в ее красочных полусферических соцветиях, которые бывают всевозможной окраски. Но больше всего удивляет способность ее цветов постепенно менять цветовую палитру. Молодые бутоны имеют светлые тона. При распуске цветы окрашиваются в разные пестрые краски, которые со временем становятся все более насыщенными. Лантана– это яркое чудо с множеством ажурных соцветий. Ее эффектное цветение сопровождается приятным ароматом. Над кроной кустарника можно часто наблюдать порхание всевозможных бабочек. Эти насекомые так и тянутся к его душистым цветам. Выращивая лантану в своем саду, вы будете наслаждаться не только ароматными соцветиями, но и суетой самых красивых бабочек. Этот кустарник родом из Африки и Южной Америки. Однако он отлично прижился и в Средиземноморье, а также на территории Средней Азии. Лантана способна легко переносить жару и временную засуху. Она хорошо растет на самых солнечных участках. Благодаря этим качествам ее удобно выращивать не только в открытом грунте, но и в объемном контейнере. Проще всего саженец высадить сразу в просторный горшок. При желании вы можете его выставить в сад, на террасе или украсить им свой интерьер. Лантану также выращивают в открытом грунте, только на территории средней полосы она не зимует. А сохранить свое растение довольно просто. Кустарник можно выкопать осенью и пересадить в контейнер. После занести его в светлое прохладное место, например, накрытую лоджию или в теплицу. Можно просто срезать здоровые веточки и укоренить их методом черенкования. Частью лантана относятся к тем культурам, которые очень хорошо укореняются и даже не требуют дополнительных стимуляторов корнеобразования. Удивительно, но такое красивое и обильно цветущее растение из-за его склонности активно разрастаться в Индии считают сорняком. В садах средней полосы и при контейнерном выращивании лантана ведет себя более культурно и не дает такой активной поросли. В закрытом грунте кустарник вырастает на высоту не более 50-70 см. Лантану можно формировать стрижкой как вам угодно. Очень красиво смотрится ее крона в форме полусферы. Ее также культивируют на штамбе в виде миниатюрного деревца. Растение очень податливое на любую стрижку и простит вам даже самую кардинальную обрезку. Регулярная стрижка пойдет лантане только на пользу. И таким образом вы будете поддерживать декоративный вид кустарника и периодически его омолаживать. Срезанные веточки легко укоренить. Для этого нижние листья удаляют и заглубляют черенки в меру влажный, рыхлый грунт. Сверху накрывают емкости пленкой или самодельной тепличкой и ставят в теплое, светлое место. Но не располагайте свой череночник на солнце. Лантану также размножают посевом семян. Этот способ более хлопотный и долгий, в отличие от черенкования. К тому же сеянцы могут не повторить все признаки материнского растения. Перед посевом семена лантаны выдерживают несколько часов в водном растворе с добавлением стимулятора роста. Для этой цели можно использовать янтарную кислоту, эпин, гумат калия и прочие препараты. Если обеспечить растение соответствующим уходом, хорошим освещением и внесением удобрений, лантана будет радовать вас своими яркими соцветиями долгие месяцы. В теплых условиях этот кустарник способен цвести уже с весны, не прекращая до глубокой осени.
Зимой надо создать ему период покоя. На холодный сезон поливы уменьшают. Подкормки полностью прекращают до прихода весны. Температуру также желательно снизить до +10, +15 градусов. В зимнее время освещение для лантаны должно быть не менее чем 7 часов на день. Это значит, что содержать кустарник до весны в темном подвале нельзя. К концу зимы, ранней весной, растение двинется в рост. А с приходом устойчивого тепла вы сможете высадить или выставить горшок с лантаной в сад на открытый воздух. Февраль-март– подходящий период для пересадки кустарника. Если его корневая система достаточно разрослась, растение необходимо пересадить в более просторный объем. Чтобы проверить состояние корней, просто извлеките саженец с контейнера. Более крупные многолетние экземпляры проще омолодить, срезав часть корневого кома. Все старые и загущенные побеги также удаляют. Имейте в виду, что объем корней должен соответствовать размерам кроны. После такой кардинальной омолаживающей обрезки растения обильно поливают. Подкормки начинают носить только через 2 недели. Не забудьте о дренажном слое на дне горшка. Грунт к лантане подойдет хорошо пропускающий воздух и влагу. Почва должна быть питательной, с кислотностью около 6,5–7,5 pH. В состав также добавляют песок. Хотя этот кустарник станет хорошо расти даже на скудной земле. Но в этом случае цветов будет существенно меньше. Этот кустарник поражает своей яркостью и разнообразием окрасок. Есть виды и сорта с белой, желто-оранжевой, розово-красной, сиреневой и прочей расцветкой. Многие сорта имеют многоцветные цветы. Соцветия составляют в диаметре около 3–5 см. Лантана очень эффектно смотрится в период своего массового цветения. Ее крона в лучах солнца переливается всевозможными яркими красками. А дополнительный контраст цветам придает насыщенно зеленая листва. Листья лантаны имеют зубчатые края и небольшое опушение. А если их растереть пальцами, можно услышать очень отчетливый приятный аромат, который освежит ваше помещение. С выращиванием лантаны справится даже неопытный цветовод. Она довольно простая в уходе, но кое-что о ее предпочтениях стоит знать. Во-первых, лантана не любит сырые и тенистые места. Она также не выносит постоянные холодные сквозняки. Свои капризы при переливе или длительном пересушивании почвы, а также на холоде, растение покажет пожелтением и частичным сбрасыванием листвы. Также не стоит кормить лантану удобрениями с преобладанием азота. В этом случае кустарник станет активно наращивать свою зеленую массу в убыток цветению. Несмотря на то, что лантана– это типичная южанка, которая выдерживает жару и непродолжительную засуху, ее лучше не пересушивать и своевременно поливать, особенно в период цветения. Также контейнерные растения потребуют немного больше внимания. Их чаще поливают и подкармливают, в отличие от кустарников, произрастающих в открытом грунте. Если ваш сад расположен в южных регионах, где температура в зимний период не опускается до минусовой отметки, лантану можно выращивать в открытом грунте, без выкопки осенью. Это растение хорошо адаптируется к разным условиям. Оно подходит для выращивания в домашних условиях, на комнатных подоконниках, желательно с южным направлением, в крытых теплицах и верандах, на балконах и в зимних садах. Единственное, на что стоит обратить внимание, это на ядовитые ягоды, которые завязываются по окончанию цветения. Вот если у вас есть маленькие дети, от выращивания лантаны лучше временно отказаться. Для горшечного комнатного содержания можно подобрать более компактные виды, например, лантану шиповатую или камара. Это растение не превышает высоты 50 см. Лантана камара очень неприхотливая и начинает цвести уже в конце мая. Она также отличается своей шероховатой сизым оттенком листвой. Цветение обильное и продолжительное. Соцветия данного вида также приятно пахнут. Из популярных в продаже можно найти лантану «Золотое яблоко». У этого растения ярко-желтые соцветия около 5 см. Также интересные сорта «Розовая королева», «Наида», «Коктейль» и другие. При желании компактные сорта лантаны можно выращивать даже как ампельные растения.
И для этой цели отлично подойдут сорта с гибкими, паникающими побегами, как, например, алоха. Более редкая лантана с сиреневыми, розовыми или пурпурными соцветиями под названием монтивидейская. Этот вид цветет с июня по октябрь. На сегодняшний день уже не проблема найти в продаже этот красивый кустарник. Его саженцы и укорененные черенки продают не только питомники растений и садовые центры, но и цветоводы-любители. Посадив в доме или в своем саду этот кустарник, вы будете наслаждаться его ярким, ароматным цветением долгие месяцы, при том, что справиться с его выращиванием будет под силу даже начинающим садоводам. Поделитесь и вы своим мнением или опытом выращивания лантаны. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе и не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поддержать нас своим лайком. И до новых встреч в нашем добром саду.